Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Кофе. Гадание на кофейной гуще по-турецки. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. На дороге, на пороге стучит, гремит. Давайте же посмотрим, какие такие интересные события совсем уже рядом с вами. Если тема интересна, посмотрите на чашечку, подумайте о своей жизни. Настройтесь на мое гадание. Если нужно время, поставьте видео на паузу. Вообще подумайте о том, что вам интересно и что бы вы хотели узнать. Если вы настроились, если вы готовы, я начинаю гадать. Так, по чашке я скажу так, что к вам спешит человек. Человек спешит для каких-то серьезных отношений, разговоров, общения. И человек хотел бы в вашей жизни задержаться максимально долго. А мы позже рассмотрим этого человека, но тем не менее, да, очень хороший, кстати, человек спешит в вашу жизнь. Я вижу, что перемены в вашей жизни будут достаточно активными, да, и продуктивными. Так. Рабочие вопросы. Но, к сожалению, по работе пока на сегодняшний день какие-то мелкие идут разговоры, деньги какие-то мелкие к вам идут, люди с какими-то мелкими предложениями. То есть ничего серьезного, ничего такого конкретного, за что бы можно было захватиться. Но, с другой стороны, стабильность тут есть. Все как бы тут у нас без каких-то глобальных перемен. И вы, над чем вы думаете, это очень хорошая идея. В будущем обязательно ее реализуете. Вот он человек, который хотел бы с вами разделить жизнь, судьбу и стать вашей половиночкой. Если это ваш муж, например, вы замужем, возможно, вы поспорили, возможно, вы поссорились, возможно, между вами какие-то, случились, я не знаю, там катаклизмы, да, никто от этого не застрахован, все мы люди, у всех у нас настроение может прыгать, все что угодно может произойти. Я вижу, что здесь, тут покаяние идет, да, человек придет, покается, скажет, прости, извини, пожалуйста, давай примиримся. Потому что у человека очень серьезные взгляды на вас, планы на вас, мысли о вас. То есть человеку вы очень-очень нужны. То есть человек прям придет и скажет, извини, бес подпутал, да. То есть признает свою вину, признает свою ошибку. Если вы помиритесь, то кому-то будет очень неприятно. И это человек, который тоже имел на вас виды, но он призраком вышел. То есть это может быть кто-то из прошлого, это может быть кто-то из настоящего, но человек не решается, да, он поэтому призраком выходит. Поэтому знайте, что ваше примирение с любимым человеком кому-то будет очень крайне неприятно. Так, если у вас новый человек заходит в вашу жизнь, то же самое, да, вот будет кому-то крайне неприятно, потому что кто-то на вас надеялся, мечтал и думал, что с вами свяжет свою жизнь. Знаете, вот по семейным вопросам будет какая-то поездка, в которой, я не знаю, справедливость, что ли, восторжествует. Там два человека между собой будут бороться, а третий их разнимет. Вот, и настанет мир, покой и лад. Вот такая ситуация. Так, давайте теперь смотреть чашки. В чашке на ручке я вижу, что вы пока собираетесь с мыслями, пытаетесь еще как-то отмахаться от проблем прошлого, потому что они прям заходят на ручку, прошлое заходит, какие-то неудачи, какие-то переживания. Понятно, если вы с кем-то поспорили, поссорились, вы живете этим переживанием. Недопонимание, да, как выйти из этой ситуации, недопонимание, куда двигаться дальше. Я вам так скажу, что ваша линия, она совместная, она идет достаточно плотная, четкая. Примирение случится не без участия третьих лиц, то есть придется вам где-то поискать выход, либо помощника, который бы смог вас примирить, но тем не менее все состоится. Вот эти страхи и сомнения, они все временного характера. Не нужно на них зацикливаться, не нужно уже там ставить крест на отношениях, либо прощаться с человеком. Нет, видите, здесь при дороге, при каких-то делах важных, воссоединение идет. Возможно, даже вот машина понадобится, да. Например, вы девушка, нужно куда-то поехать на машине, да, и придется попросить мужчину, и вот это и будет та тема, на которой вы помиритесь. Но в любом случае, я вижу, что даже если вы помиритесь, может быть, да, на машине куда-то, вот поездка на машине, вот такая вот очень продуктивная, очень эффективная, где вы не только восстановите свои отношения, но и получите по максимуму удовольствия, что-то очень хорошее, полезное сделаете. Так, на работе у вас будут какие-то, не знаю, терки с кем-то. Здесь два равных варианта. У одного варианта, смотрите, здесь
прибыль прям такая сразу, да, сразу идет выгодно очень. И, ну, прибыль такая, знаете, она не сильно большая, но при этом сразу как бы вы получаете, да, вот по одному делу. А по второму делу здесь как-то все запутано, непонятно, какой будет в итоге результат, но там перспективы намного выше. И вы будете думать, что мне выбирать. Выбирать мне деньги здесь и сейчас, либо мне действительно пойти и поработать на перспективу. В любом случае, что бы вы ни выбрали, вот смотрите, людей много посмотрят эту чашечку, один другой вариант вам по судьбе. Результат у вас будет похожий, что там, что там. То есть, если вы выбираете деньги, все равно вы через время придете к результату, к перспективе. Если вы выбираете перспективу, то вам все равно будут платить деньги, то есть как бы нигде вы не прогадаете. Так что выбирайте то, что вам больше приятно. То есть не нужно тут зацикливаться. На работе, вот смотрите, какой-то шут-скоморох. Вот человек, который там шутит, не знаю, там массовик-затейник, да, назовем его так. Вот этот человек, он что-то такое выкинет неприятное, то, что вот прям шоком станет для всех, может быть, в офисе, либо где вы находитесь. У этого человека, не знаю, у него уже как планка сорвала, да, возможно, у человека происходят какие-то серьезные изменения в сознании, может быть, он под каким-то допингом ходит, может быть, у него психическое расстройство, да, то есть он ходит, улыбается, но само на душе кошки скребут, да, и он прям готов расплакаться. То есть какую-то вот он штуку выкинет, которая, ну, действительно очень многих озадачит. Почему это вышло в вашей чашке? Да потому что вас это очень сильно коснется. Он может как-то неприятно над вами пошутить, либо наоборот, вот над вашим, например, другом, либо начальником. Ну, что-то вот прям для вас это будет неприятно. Не обращайте внимания, у человека проблемы, он просто скоро выгорит и все. Он не позволяет, чтобы ему кто-то помогал. Понимаете, вот в чем проблема. Так, дальше смотрим. У вас в семье. В семье, ну да, смотрите, будет дорога на примирение. Будет у вас, вот вы как будто посидите на разных веточках, да, гордые птички, и каждый посматривает друг на друга из-под тишка. Примирение будет. Будь вы муж и жена, будь вы просто знакомые, будь вы там в интернете, в общении, вы все равно помиритесь. Чтобы не было, примирение будет очень таким, знаете, спокойным, уравновешенным, вы вот помиритесь, и, ну, знаете, каждый будет считать, что он победил, да, что он свое отстоял. То есть такое, не придется никому там что-то просить и унижаться. Наоборот, здесь очень душевно все будет. Очень много человек будет стараться, чтобы вспахать это поле ваших проблем, чтобы больше ничего не возникало и никто не обижался, все чувствовали себя хорошо. Так, смотрите, женщина, которая готовит какие-то посылки, что ли, кульки какие-то собирает, какие-то заготовки делает, что-то, желание вот у женщины вам передать, какую-то еду, вкусняшку, накормить, там, может быть, закрутки какие-то для вас сделать. То есть женщина очень много будет стараться для вас, и вы, если понимаете, о ком я говорю, не обижайтесь. Я так понимаю, что вам не очень нужны ее продукты и закрутки, но тем не менее лучше принимайте, потому что она от души это все делает, действительно от души. Так, здесь человек сидит верхом на слоне, и слон пытается вот взобраться на какую-то, не знаю, вершину. Дело семейное, либо с семейным каким-то делом связано, может быть покупка недвижимости, может быть продажа. Какое-то дело ваше, оно очень сложное, и ну прям действительно передвижение в этом деле как по чайной ложке. Но вы не теряйте надежду, понимаете, что вы можете спрыгнуть с этого слона, да, и сдвинуть там это дело, но вы либо ничего не получите, либо ничего не выиграете, либо, ну, там, не знаю, купите очень дешево и то, что вам не нравится. Лучше уже идите медленно, и у вас действительно вот этот слон приведет вас к удаче. Так, для тех, кто собрался в какое-то семейное путешествие, потому что вот у меня тут лодочка, здесь человек, и раз, два, три, 3 человека. Смотрите, в этом путешествии вы с кем-то познакомитесь, еще с 2. И вот эти 2, они какие-то странные, они... В общем, берегитесь этих 2, да, потому что они могут что-то у вас украсть, забрать, либо пустить вас по ложному следу. Да, вот прям такие 2 неприятных человека. Причем непонятно, что это у них такое. Может быть, какой-то мопед, скутер, не знаю, байк. На чем-то они на таком странном передвигаются. Просто мимо, проходите мимо этих людей. Вот что бы они там не хотели, не просили, либо вам что-то нужно было, просто проходите мимо. Так, еще уходит у вас из жизни какая-то мечта ваша пустая, да, вот что-то вы хотели, но это было пустое. Но вы прям были зациклены, вот все, хочу, не могу. Придет осознание того, что вам это не нужно.
Освободитесь от этого искушения, да, вот что-то вас искушало, либо кто-то вас искушал. Я вижу, что вы освобождаетесь, я вижу, что вы в правильную позицию, да, с головы на ноги становитесь, трезво смотрите на этот мир и понимаете, что, ну, где-то вы ошибались, да, либо кто-то вас куда-то вот заманивал в какую-то ловушку. Это очень хороший момент. Почувствуйте себя, во-первых, счастливым человеком, свободным человеком, поймете, куда двигаться дальше. Еще от вас уходит какая-то, ну, я не знаю, печалька и тоска, что ли, да. О ком-то вы печалились и тосковали, кого-то вы все звали, надеялись. У вас с этим человеком встреча будет. И когда эта встреча произойдет, вы очень сильно в нем, ну, как бы, ну, не то чтобы разочаруетесь, да, ну, почему-то такая мысль будет, ну, вот почему он так себя ведет, либо она. И вообще, и за этим человеком я страдал и переживал, либо переживала. То есть здесь вы отпустите эту ситуацию. Знаете, вы поймете, что вы достойны большего, лучшего, и спокойно к этому отнесетесь. Вас это очень-очень порадует. Так, ну на донышке у вас здесь прорисовывается буква победы, но еще должно пройти время, чтобы эта победа у вас осуществилась. Здесь, здесь вам нужно немножечко поработать над собой. И, я не знаю, какие-то комплексы и сомнения у вас очень сильные. Сомневаетесь в себе, сомневаетесь в своем будущем, в правильности своих там мыслей и поступков. Это все нужно убирать, иначе вот эту победу вам не получить. У вас уже один хвостик от этой буквы вышел, от Виктори. Осталось еще немножечко доработать, мои дорогие. Поэтому подумайте, что вы человек разумный, что вы человек способный, талантливый, и что вам не стоит ничего и никого бояться. Все будет так, как вы хотите. Правда будет на вашей стороне. Так, мои милые, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.